Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Зоя, я приветствую вас на канале Мастерская Меланж. У вас появилась новая помощница, может быть, она спрятана где-то на антресолях? Вы ее купили, но не знаете, как к ней подступиться. Тогда это видео для вас. Я вам расскажу о двухфантурной вязальной перфокарточной машине 5 класса СК-280 СР-60, где маркировка СК-280 относится к задней фантуре, а СР-60 к передней фантуре. Я не буду вам рассказывать о том, что входит в комплект к этой машине. Вы об этом узнаете, если прочитаете инструкцию. Я расскажу вам о том, что мне самой хотелось узнать, когда я только начала знакомиться вот с этой машиной. В инструкции я прочитала, что в игольнице машины 200 игл, что они встают в 4 положения. Положение А, вот сейчас они у меня стоят в положении А, называется нерабочим положением. Положение Б рабочее, положение С рабочее и есть еще положение D, нерабочее переднее положение. Ну как это так, нерабочее переднее положение? Я поставила каретку, я начала ею работать, и что я увидела? Что когда я провожу кареткой по иглам, они у меня все начинают работать и уходят в положение Б. Я специально сняла плечо, чтобы было лучше видно. Переднее нерабочее положение. Но оказывается, все зависит от настроек каретки. У каретки есть два рычага. Называются эти рычаги иглооттяжительные. Мне их проще называть, и я их называю рычагами частичного вязания. У них есть два положения, обозначенные одной насечкой и двумя насечками. Когда рычаг стоит в положении 2, то иглы забираются в работу. А когда рычаг стоит в положении 1, то каретка проходит по иглам, не нарушая их положение. Возвращаем вновь рычаги частичного вязания в положение 2. Вновь проводим и видим, что иглы ушли в работу. У машины Silverlit есть замечательный рычаг открытия каретки. Для чего он нужен? Я бы сказала, что это рычаг холостого хода. Этот рычаг, видите, открывает нам каретку. И когда нам надо провести кареткой справа налево или слева направо, при этом не нарушив вязание, то мы открываем каретку вот таким образом, проводим по иглам и вновь видим, что иглы, находясь в рабочем положении, не двигаются. И если на них будет висеть полотно, то они его не сбросят. Когда это нужно? Это нужно в тот момент, если, ну скажем, допущена какая-то ошибка, распустили какой-то один или несколько рядов, и каретка переводится с одного конца фантуры на другой. Теперь посмотрим на
вот это вот элемент, бочонок со шкалой, да, это у нас шкала изменения плотности вязания. На ней расположены числа от 0 до 10. Числа нам показывают, какую плотность мы берем. Чем тоньше нить, тем числа меньше. Чем числа меньше, тем плотнее вязание. Чем больше мы увеличиваем числа, да, тем плотность у нас увеличивается. То есть длина петли тоже увеличивается. По-другому еще вы можете услышать такое выражение. Чем меньше число, тем больше плотность. Чем больше число, тем меньше плотность вязания. Здесь же расположена шкала выбора узора. Итак, если шкала стоит на отметке О, да, то мы с вами вяжем кулирную гладь. Если же мы с вами переводим ручку выбора узора на SG, то будем вязать слип узоры. Это узоры с протяжками. Если будет у нас с вами положение Т, то это будут у нас с вами узоры прессовые, то есть с непровязанными накидами. Положение L нам показывает, что мы выбрали ажурные узоры без докировки. И положение F мы выбираем орнамент. У каретки сбоку есть еще два рычага, у которых также два положения. Смотрите. Положение обозначено кружочком и треугольничком. Когда этот рычаг находится в положении кружочек, то мы вяжем с вами кулирную гладь. А когда мы переводим рычаг в положение треугольника, то мы с вами можем вязать рисунки. Вот давайте посмотрим, как это происходит. Итак, обратите внимание, я сейчас ставлю вновь наши иглы в положение Б. Рычаги ставлю на кружочек. И обратите внимание, как движутся иглы, когда мы проводим кареткой. Боковые рычаги у нас в таком нижнем положении. Видите, да? А вот я перевожу их в другое положение, которое обозначено треугольником. И начинаю проводить по иглам. Видите, иголочки в разном порядке выдвигаются. Это значит, что машина работает с перфокартой. И эти рычаги помогают нам провязывать узоры по перфокарте. Также вы видите, у меня в перфокарточном устройстве уже стоит перфокарта. Вот так она у нас заблокирована. И мы с вами можем вязать узоры. Еще на каретке есть вот такой замечательный рычажок сзади, за ручкой. Сейчас я покажу. Вот он. Это рычаг, который работает непосредственно со счетчиком рядов. Счетчик рядов на машине Silverit
съемный, и поэтому его можно переставлять как с левой стороны вязать изделие, когда, и переставлять на правую сторону. То есть, если вы вяжете изделие или его часть с правой стороны, вам удобно счетчик, чтобы стоял с правой стороны. Если ваша часть изделия находится с левой стороны, то и счетчик рядов можно перенести на левую сторону. Теперь мы с вами посмотрим на плечо каретки. Плечо каретки с обратной стороны мы с вами видим большое количество колесиков. Колесики резиновые, щеточки, пластмассовые. Все, конечно, колесики нужны. Все они участвуют в вязании, прижимая полотно к фантуре, помогая провязывать крайние петли. Поэтому, если вы где-то увидите рекомендацию, что крайние колесики можно снять и вязать без них, да, можно. Но при этом вы будете мучиться, например, с крайними петлями. Прикрепляем с вами плечо каретки к самой каретке с помощью 2 винтов. Плотно ставили в пазы, крепко закрутили винты. И посмотрите, пожалуйста, что здесь есть еще. Мы с вами видим в верхней части щетки. Это щетки вивинга. Когда они у нас находятся, у них тоже есть 2 положения. Положение рабочее и нерабочее. То есть, если рычаг щеток вивинга мы поднимаем вверх, то положение нерабочее. Если опускаем вниз, положение рабочее. Вот давайте с вами посмотрим. Одну щеточку я опустила в рабочее положение, а одну оставила в нерабочем положении. И мы видим, что там, где щетка стоит в рабочем положении, она крутится. Не знаю, хорошо видно? А там, где не рабочее положение щеточки, она не крутится. Здесь у нас также для вязания вивинговых узоров вы можете увидеть вот такие вот усики. Об этом вы узнаете в следующих видео. И челнок. Челнок у машины Silver Red имеет 2 положения. И вы можете вязать 2 цветными нитями. Или 2 нитями разными по толщине для платингового вязания или для вязания жаккарда. Это разноцветные нити. То есть есть положение 1 и положение 2. Еще очень удобная такая придумка. Здесь есть резак для быстрого отрезания нити. Вот здесь. Очень удобно, но будьте, пожалуйста, внимательными. Если нить туда случайно попадет, а вы в это время начали работать кареткой, то нить обязательно обрежется. Итак, на сегодня это вся информация, которую я хотела вам сообщить. Надеюсь, что это видео было полезным для вас, что оно вам понравилось. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока-пока.